В этом разделе мы рассмотрим кирпичные стены. Это традиционный материал для России, поэтому здесь нового ничего я вам не могу сказать. Для кладки стен жилых домов применяется кирпич различного вида. С целью экономии материалов не рекомендуется применять для сплошной кладки обычный полнотелый кирпич. Сплошные стены лучше выкладывать из легкого и пустотелого кирпича, применяя двухрядную и многорядную систему перевязки. По традиции различают кирпич керамический и силикатный. Схожи они, пожалуй, только размерами, так как и материалы, и методы изготовления материала в этих двух случаях совершенно разные. Керамический кирпич формируют из глины, как правило, с различными функциональными добавками, подвергают обжигу. Тогда как силикатный, то есть не глиняный кирпич и не кирпич вовсе, а некоторый твердый материал, похожий по форме на кирпич. Так оно и есть. Характеристики этих двух материалов, в принципе, регламентируются различными ГОСТами, и строители очень четко проводят между ними границу. Итак, я все-таки советую выбирать керамический кирпич. Керамический кирпич имеет несколько разновидностей. Это строительный, он же рядовой, обычный, полнотелый. Дальше идет пустотелый, он же экономичный, дырочный, щелевой, самонесущий, как его еще и называют. Облицовочный кирпич, лицевой. И имеют массу подвидов. Это фасадный, фасонный, фигурный, глазированный, ангоберованный. Виды кирпича могут сочетаться. Например, фасадный кирпич бывает и пустотелым, и полнотелым, а фасонный и строительный, и облицовочный. По фактуре поверхности они ложковые и тычковые грани. Изделия могут быть и гладкими, и также могут быть и рифлеными. Клинкерным кирпичом мастят дорожки. Существует два метода изготовления керамического кирпича. Это пластическим и полусухим прессованием. В первом случае глиняную массу влажностью где-то 17-30% выдавливают из ленточного пресса, затем сушат и обжигают. Второй способ менее распространен. Сырец формируют из глины влажностью 8-10% с сильным прессованием. Такой материал не рекомендуется для строительства помещений с расчетной высокой влажностью. Кирпич полнотелый. Это материал с малым объемом пустот, меньше 13%. Применяется для кладки внутренних и внешних стен, возведения колонн, столбов и других конструкций, несущих помимо собственного веса и дополнительную нагрузку. В силу того, что этот материал используется преимущественно для возведения несущих элементов зданий, распространены другие его названия, то есть это строительный, обычный, рядовой. Он должен обладать высокой прочностью на изгиб, на сжатие. Пористость определяет теплоизоляционные свойства, качество сцепления с складочным материалом и заодно и впитывание влаги при смене погоды. Водопоглощение обычного кирпича должно быть более 8%. А на рынке присутствует материал, у которого эта величина достигает 20%. Поэтому обратите внимание, сопротивление теплопередачи полнотелого кирпича невелико, поэтому наружные стены, полностью выложены из этого материала, требуют дополнительного утепления. Кирпич пустотелый. Пустотелый кирпич применяют для кладки облегченных наружных стен, перегородок, заполнение каркасов высотных и многоэтажных зданий. На самом деле имен у этого кирпича очень много. Его и называют и дырочным, и щелевым, экономичным, и самонесущим. Из последнего названия видно, что он используется преимущество для ненагруженных конструкций. Отверстия в пустотелом кирпиче могут быть как сквозные, так и закрытые с одной стороны. По форме круглые, квадратные, прямоугольные, овальные. По расположению вертикальные и горизонтальные необходимо учитывать, что материал с горизонтальными отверстиями менее прочен. За счет того, что пустоты составляют значительную часть объема, то есть более 13%, на изготовление пустотелого кирпича уходит меньше сырья, чем на изготовление полнотелого.
Отсюда и относительно скромная цена, и название экономичный. Кроме того, замкнутые объемы сухого воздуха повышают теплоизолирующие свойства материала. Нужно только следить, чтобы кладочный раствор был достаточно густой и не заполнял эти отверстия. Но это в процессе строительства, конечно, надо будет смотреть. Иначе этим преимуществом нельзя будет воспользоваться. Разумеется, на степень проникновения раствора влияет и размер самих щелей. Для улучшения теплотехнических характеристик еще на этапе производства стараются добиться повышенной пористости сплошной части кирпича. То есть это при подготовке глины в нее добавляют торф, мелко измельченную солому, опилки или уголь, которые при обжиге выгорают, образуя маленькие пустоты в глиняном массиве. Зачастую получается таким образом кирпич называется легким или сверхэффективным. Кирпич облицовочный. Он же лицевой либо фасадный, используется при облицовке зданий. Стандартные размеры у него такие же, как и у обычного рядового. Некоторые производители предлагают фасадный кирпич, то есть уменьшенной ширины. Он может быть 85 мм по ширине вместо 120 стандартно. Как правило, фасадный кирпич пустотелый, а следовательно его теплотехнические характеристики достаточно высоки. По нормативам облицовка обязана обладать хорошей морозостойкостью и презентабельный внешний вид. Цвет должен быть ровный, грани гладкими, формы точными. Не допускается наличие трещин и расслоения поверхности. Подбирая составы глиняных масс и регулируя сроки и температуру обжига, производители получают самые разнообразные цвета. Затраты на кирпичную облицовку больше, чем на оштукатуривание. Но при правильном выборе материала керамический фасад не потребует обновления гораздо дольше, чем штукатурка. Это имейте в виду при расчете бюджета на свой дом. Интересен облицовочный фактурный кирпич. Его ложковые и тычковые поверхности имеют рисунок. Это может быть просто повторяющийся вдавленный рельеф, а может быть и обработка под мрамор, дерево, античные какие-то вещи с неровными гранями. Это на выбор заказчика. Фасонный кирпич по-другому называют фигурный, что говорит само за себя. Отличительные признаки такого кирпича – это скругленные углы, ребра, скошенные или криволинейные грани. Именно из таких элементов без особых сложностей возводят арки, круглые колонны, выполняют декоративные элементы фасадов. Существуют специальные элементы для подоконника, карнизов. Основные преимущества кирпичных стен при строительстве коттеджей, загородных домов либо малоэтажного строительства. Кирпичные стены имеют ряд достоинств. Во-первых, они способны нести очень высокую и равномерно распределенную нагрузку. То есть позволяют устанавливать в качестве перекрытий здания железобетонными плиты. Массивность фундамента зависит от глубины промерзания грунта в районе строительства и толщины стен. При завершении устройства фундамента следует нагрузить его сразу и равномерно. Помимо прочности, к достоинствам кирпичных стен относят долговечность, огнеупорность, водо- и морозостойкость. И очень важно экологичность. По экологичности здесь можно затрагивать только керамический кирпич, силикатный кирпич по экологичности, конечно, уступает и намного. Ввиду малых размеров этого искусственного камня правильной формы, из него можно строить стены самой сложной конфигурации и любого изысканного декора. К тому же кирпич обладает свойством запасать большое количество тепла. Летом тепло солнечных лучей поглощается стенами, а внутри дома остается прохладно. А зимой запасенное в стенах тепло нагревает воздух в помещениях в течение длительного времени, даже после отключения отопления. А в то же время стены из полнотелого рядового кирпича при его средней плотности, а это где-то 1600-1800 кг на квадратный метр, имеют относительно высокую теплопроводность. Возьмем теплопроводность где-то 0,5 в среднем. Чтобы обладать необходимыми теплоизоляционными свойствами и соответствовать положениям СНИП, толщина стены, выполненной из того или иного материала, должна быть толще определенного значения.
До недавних пор для средней полосы России, где зимой морозы 30 градусов это не редкость, существовало требование возводить кирпичные стены толщиной не менее 64 сантиметров. А согласно СНИПам в сооружениях, построенных после 2000 года, сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций должно возрасти в 3 с лишним раза по сравнению с существующими прежде нормами. Значит, теперь по действующему в полном объеме новому уже СНИПу стена из обычного обожженного полнотелого глиняного кирпича по толщине должна быть больше 170 сантиметров. То есть, сами понимаете, новый СНИП ужесточает требования. С силикатным кирпичом ситуация еще хуже. Но подобные стены совершенно неприемлемы по материальным, транспортным, ну, естественно, и трудовым затратам. Ни один здравомыслящий человек городить их не станет. Да и кирпича просто на всех не хватит из-за ограниченной мощности имеющихся в стране кирпичных заводов. Единственный выход – это использование иных конструкционных схем кладки и материалов, которые при своей относительной дешевизне, малом весе и толщине гарантируют соответствие теплофизическим нормам. Поэтому все чаще сплошные кирпичные стены утепляют снаружи или изнутри современными теплоизоляционными материалами. Это позволяет исходить лишь из требований прочности и во всех климатических зонах делать стену минимальной толщины. Минимальная толщина 40 см. Тепловая защита обеспечивается утеплителем, то есть напрямую зависит от его качества и объема. Когда утеплитель располагается снаружи, от нежелательных атмосферных воздействий его закрывают навесным фасадом. При внутреннем расположении щитом для теплоизолятора служит слой пароизоляции. Чтобы уменьшить массу стен и, естественно, нагрузку на фундаменты, наружные стены целиком выкладываются из эффективного пустотелого, или как его еще называют, дырчатого щелевого кирпича. Отметим, что эффективный облегченный кирпич имеет среднюю плотность 1200-1500 кг на кубический метр, в отличие от полнотелого, где 1600-1800 кг за кубический метр. При преследовании цели сокращения расхода кирпича стены выполняют из полнотелого рядового кирпича, предусмотрев наличие в них внутренних колодцев. В последнем случае расход кирпича сокращается порядка 15-30%. Заполнение внутренних пустот минеральными утеплителями повышает его тепловую эффективность где-то на 20-30%. А если утеплять пенопластом, то вдвое. Еще на 10-15% теплозащитные свойства кирпичных стен улучшаются за счет кладочных растворов. Обычно цементно-песчаный раствор добавляется шлак, керамзит, туфа, перлит, которые тоже по теплотехническим характеристикам намного эффективнее, чем обычный цементно-песчаный раствор. В последние годы в нашей стране для возведения стен стали применять сверхэффективный поризованный кирпич. При его изготовлении в исходные материалы добавляют органические и минеральные составляющие, способствующие образованию пор в процессе обжига. В итоге кирпич становится намного легче и имеет коэффициент теплопроводности 0,2-0,26, в отличие от 0,5. То есть, что такое коэффициент теплопроводности? То есть, чем меньше он, тем материал меньше отдает тепла через стены, если по-простому. Это позволяет отказаться от многорядной кладки и перейти на более простой ее тип. При строительстве из сверхэффективного кирпича стена толщиной 51 до 64 см полностью удовлетворяет всем теплофизическим стандартам действующего СНИПа и обладает высокой несущей способностью. Сооружение из полнотелого кирпича имеет не очень привлекательный вид, поэтому существует еще и облицовочный, то есть лицевой кирпич. Его основное отличие заключается в более качественном исполнении поверхности грани, которая может быть не только гладкой, но и текстурированной. Лицевая поверхность имеет какую-то определенную текстуру. Помимо кирпича натуральных оттенков, в очень небольших объемах производится отделочный кирпич еще и с цветным внешним слоем. К категории облицовочных относят также и фасонный фигурный кирпич, который может иметь срезанный угол, особые фаски и прочие различные фишки.
Для придания фасадам живописной выразительности служат и другие керамические материалы, среди которых выделяется клинкер. Это сверхпрочный кирпич, либо плитка, получают из специальных глин отборного качества при высокотемпературном обжиге, порядка 1200 градусов по Цельсию, до полного спекания. Инородных включений и пустот в клинкере нет. Благодаря такой технологии он характеризуется уникальной прочностью и крайне низким водопоглощением, менее 2%, небывалой морозостойкостью и долговечностью. За счет варьирования температуры обжига и интенсивности подачи воздуха в клинкер при его производстве он приобретает тоже различные оттенки: красный, желтый, белый, коричнево-голубой. Так что по своим техническим характеристикам, богатству цветовой гаммы и разнообразию фактуры поверхности данный материал чрезвычайно привлекателен для оформления фасадов. Клинкером можно отделать фасад, а внутренние стены уже обычным рядовым кирпичом. Кирпичные стены имеют большую тепловую инерцию. Как я уже говорил, они медленно прогреваются и долго остывают. С одной стороны, это достоинство, то есть суточные колебания температуры внутри дома незначительны, а с другой это недостаток. То есть, если зимой дом продолжительное время не отапливался, то для его нагрева потребуется несколько дней. Кроме того, при сезонной эксплуатации кирпичных зданий резкие перепады температуры внутри помещения приводят к конденсации влаги на внутренних поверхностях стен. Поэтому их рекомендуют обшивать деревом. Давайте теперь разберемся с преимуществами и недостатками данного материала. Основные недостатки кирпичного строения или кирпичных коттеджей – это возможная сырость. Кирпич хорошо впитывает влагу, поэтому происходит постоянное частичное разрушение стен, поскольку жидкость, замерзая, расширяется и разрушает материал изнутри. Чтобы обеспечить необходимую теплоизоляцию, кирпичные стены должны иметь достаточную толщину. Кроме того, через замерзшую влагу зимой получается мостик холода, то есть мороз проходит через замерзшую влагу внутрь дома. Второй недостаток – это дорогая эксплуатация, то есть необходимы, конечно, серьезные затраты на протапливание зимой. И в третьем недостаток: в случае применения некачественного кирпича на фасадах появляются соли, белые разводы. Еще к недостаткам относятся, то есть кирпичные стены обладают большой теплоемкостью, следовательно тепловой инерцией, а также относительно высокой теплопроводностью. Поэтому, если зимой дом не отапливался хотя бы в течение 2 недель, прогревать его до комфортных условий придется несколько суток. Кирпич охотно впитывает влагу, из-за этого при сезонной эксплуатации первые недели в кирпичном доме сыро. Набравшие за осень влагу из атмосферы, кирпичи промерзают зимой, что приводит, особенно при сезонной эксплуатации, к быстрому разрушению. Где-то через 25 лет стены потребуют серьезного ремонта. Следующий недостаток – это то, что кирпичные стены весьма тяжелые и не терпят деформации, поэтому для них необходим фундамент. Причем фундамент очень серьезный и на полную глубину промерзания грунта. Как показывает практика, фундамент при строительстве кирпичных зданий занимает порядка 30% всего бюджета, закладываемого на строительство дома. Следующий недостаток: для обеспечения должной теплоизоляции кирпичные стены должны быть очень толстые. То есть в нашем регионе, если взять Волгоград, это 64 сантиметра. Если вы будете строить из кирпича дом где-то 10 на 10 метров, то вы получите за вычетом стен полезную площадь всего-навсего 75 квадратных метров вместо 100. То есть почти 25 квадратных метров съели толстые стены. Ну и последний недостаток, и самый важный, это высокая стоимость материала. Ну, понятно, недостатки есть у каждого, естественно, материала. Давайте все-таки посмотрим преимущества кирпичных стен. Первое, это понятное дело, что это традиционный материал, который давно уже применяется в России. Второе, это применение любых отделочных материалов. То есть по кирпичу, как вы поняли, можно применять любые отделочные материалы. Они не будут подвергаться каким-либо разрушениям.
Третье – это стены из кирпича весьма прочные, огнеупорные. Они не подвержены, в отличие от деревянных, действию насекомых, вредителей и гниению, а потому долговечны. Четвертый пункт преимущества, то есть это малый размер кирпичей, которые позволяют строить из них довольно сложной конфигурации и выкладывать декоративные элементы фасада, то есть различные арки, полукруглые какие-то проемы. Пятый пункт. Благодаря огнестойкости кирпича стены из него могут примыкать к печам и каминам. И внутри кирпичных стен также можно прокладывать дымоходные и вентиляционные каналы.